Мичи принес игрушку и ушел. У нас сегодня два спокойных питомца. Сёма обещал подойти попозже. Добрый день, друзья! Сегодня распаковка посылки. Я не удержалась и заказала несколько небольших орхидей. Давайте с вами вместе распакуем эту посылку и посмотрим, какие растения, какие орхидеи мне сегодня пришли по почте. Сложности. Вот и Сёмочка покушал и пришел. Студенты подтягиваются. Это дополнительные газеты, чтобы орхидеи лежали плотно, не бились в посылке. Посылка мне пришла из Краснодара. Всего 2 суток. Это очень приятно. Я заказывала в группе ВК. Все ссылки на группу и на соцсети этого поставщика я оставлю в описании под видео и расскажу, как с ними можно связаться. Но давайте сначала посмотрим, что же я заказала. Будем распаковывать по одной маленькой орхидейке и смотреть, что мне пришло. Название у них есть. Вот эта орхидея от Микки Орхид. У орхидеи очень хороший тургор. Даже был раскукленный корень. Есть живые корни. Они не растущие, но живые. Есть гнилой корень. Но это ни о чем не говорит совершенно. Мох сухой, что очень отлично, когда приходят вот такие сухие орхидеи. Ни в коем случае их нельзя пересылать во влажном грунте. А вот здесь еще есть корни. Так что давайте смотреть следующую. Так что пока все хорошо. Следующая орхидея. Здесь написано размер 2,5. Я все орхидеи заказывала в размере 2,5. И смотрим. Здесь есть тоже бирочка с названием. И тоже это орхидея от Микки Орхид. То есть производитель Микки Орхид. Конечно, все орхидеи сухие. Тургор у листиков есть. У нижних может быть потерян тургор немного. Вот мы видим, что они с небольшой потерей тургора, но это все очень быстро восстанавливается. Ух ты, какой слоник! Вот это да, вот это чудесная орхидея. Так, смотрим, есть ли здесь бирочка. Бирочки здесь нет, но написано, что это за фаленопсис. Тоже размер 2,5. Вот смотрите, какая разница. И это размер 2,5, и это размер 2,5. У этого много листьев, но он все равно маленький. А у этой огромные листья. Очень хорошая корневая система. Что такое хорошая корневая система? Гнилых корней я не вижу. И даже был растущий корень от шеи. Но корни крупные, толстые
были раскуклены. Эта орхидея очень быстро восстановится, так ей восстанавливать сильно нечего, и пойдет в рост. Великолепная орхидея. Еще одна орхидейка. Даже с цветочком была. Смотрите. Здесь мы даже увидим цветение этой орхидеи. В прекрасном состоянии. Даже тургор листьев не потерян, а корни просто шикарные. Еще я заказала удобрение. Китайское удобрение. Все по-китайски. Мы обязательно с мужем переведем этот интереснейший язык. И я вам расскажу в следующий раз об этом удобрении. Появляются у нас не только удобрения наши отличные от наших производителей. Можно попробовать и вот такое китайское удобрение. И еще я заказала 2 упаковочки коры сосны. Причем самой мелкой фракции. Мне очень нравится добавлять такую кору в посадки бульбовых орхидей. Хорошая чистая кора. Причем очень мелкая. И может быть, я когда-нибудь посажу орхидею в кору для того, чтобы вам показывать, как ухаживать за фаленопсисом в коре. Но я хочу посадить именно отделенную детку от мамы. И как только у меня будет хорошая детка, я думаю, что, может быть, мы следующую орхидею радугу пересадим именно в кору. Чтобы был наглядный пример ухода за орхидеей именно в коре. И для этого мне потребуется вот такая мелкая кора. Семочки орхидеи неинтересны. Не нужны. Семочке интересна коробочка. А коробочки и газетки – это любимая игрушка у наших котов. Сейчас они по очереди все будут заходить в эту коробочку. Все, что я заказывала, пришло в хорошем состоянии. То есть сухие – это отлично, когда они приходят сухие. Хуже было бы, если бы это были влажные торфяные стаканы. Я очень давно подписана была на эту группу. Все время смотрела. Сёма, ну это, конечно, отлично, но ты очень мешаешь. Игра с газетками будет потом. Сейчас мы уберем эти газеты, иначе шуршать Сёма будет постоянно. Мы им потом дадим поиграть с этими газетами. Я очень давно подписана на эту группу ВКонтакте. Я подписана всего на несколько. Вы можете зайти на мой аккаунт и посмотреть, на сколько групп я всего подписана именно по орхидеям. Я все время наблюдала за этой группой. И мне всегда интересно, какие же растения новые выращивают для нас садовники, что получают, в каком состоянии. И как-то я все время не решалась заказать у них орхидеи. Но когда они получили Ирен Добкин, а мне так давно хотелось орхидею, именно эту. Она оранжевая, очень красивая. Говорят, что капризная. Это была моя
очень давняя хотелка. Мечты сбываются. Поэтому я сделала заказ. Я даже не ожидала, что так быстро все это я получу. Но получила довольна, очень довольна. У этой группы есть еще соцсети. У них есть сайт. Когда я уже сделала заказ, я увидела, что есть сайт, посмотрела. Мне очень понравился, как оформлен сайт. На сайте есть телефон менеджера, с которым можно связаться и узнать, как оформить заказ. Потому что иногда бывает не все понятно, как написано там в группах или еще где-то. Но здесь есть менеджер, с которым можно связаться. И это очень приятно. ВКонтакте там все понятно, как сделать заказ, как оформить. Там тоже есть свой менеджер. И что мне очень понравилось, я все время, когда мы едем на море, думаю, ну как же заехать в Краснодар? У них в Краснодаре есть свой магазин, есть адрес и телефон. И если кто-то находится очень близко с городом Краснодар или, может быть, едет на море, я оставлю адрес магазина и телефон магазина, чтобы можно было заехать, узнать, что у них есть в наличии, и купить для себя любимых свои любимые цветы. Даже на обратном пути. И если что-то непонятно, есть телефон WhatsApp. Если уж ничего не поняли в соцсетях, то есть WhatsApp, телефон, где можно тоже задать вопрос по поводу получения прекрасных цветов. Сегодня распаковка, а завтра мы с вами начнем работать с этими орхидеями. Потому что вот сейчас именно тот сезон, когда мы получаем таких малышей. И много ошибок совершают, получив эти орхидеи, разбирают, ну как всегда. Поэтому я даже еще и специально заказала их, чтобы еще вам раз показать, как таких малышей нужно привести в чувство после долгих пересылок. Если вам интересно посмотреть, что я с ними буду делать дальше, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. И мы с вами обязательно увидим цветение. Я всегда все свои вот такие экспериментальные покупки довожу до логического конца. То есть до цветения. Здесь все понятно, но мы же будем ждать новый цветонос. Подписывайтесь, и вы обязательно все узнаете. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Ну вот, мы оставили немножко безобразия для того, чтобы доставить удовольствие нашим питомцам. И они теперь тут отдыхают. Это огромное удовольствие вот так лежать в газетах. Это прямо счастье какое-то. Тяжелое детство, деревянные игрушки. Ричи. Ричи. Тебе нравится в этой норке сидеть, да? Моя собака замечательная. И смотрит на безобразие котов. Только Юля, степенный кот, не принимает участия